1 971 000 было заработано с этого канала. И в сегодняшнем видео я расскажу, как я вообще в целом это сделал. Всем привет! Меня зовут Николай, мне 33 года, занимаюсь ютубом я уже 5 лет, конкретно американским ютубом я уже занимаюсь 3 года получается. И вот в сегодняшнем видео поделюсь, как я с этого канала заработал почти 2 миллиона. И это только один канал, есть второй канал с такими же цифрами, но там я статистику не смогу показать, так как я уже там отключил сам вручную монетизацию по определенным причинам. И там просто из-за того, когда ты отключаешь на вкладке монетизация, пропадает, и, соответственно, пропадает и твой расчетный доход за все время. Соответственно, могу на примере и этого канала показать. У меня было два канала таких, которые в сумме заработали каждый где-то по 26-27 тысяч баксов, то есть в сумме где-то больше 50 тысяч баксов. Это видео не про успешный успех, как могут вообще в целом некоторые подумать, потому что я к этим результатам пришел не сразу. Я прошел большой путь, много делал ошибок, ничего по первой не получалось и так далее, так далее. Поэтому это получилось все не сразу. Но если начать с чего, как у меня получилось, я вообще занимался ВК-группами и одноклассниками, там Яндекс.Зеном, нашел человека, связался с ним, там взял у него обучение и так далее на тот момент. И он мне рассказал про YouTube, но не этот мне человек конкретно помог заработать эту сумму, а другими людьми я там связался постепенно, пока тренировался в YouTube. А у одного там хотел взять рекламу и наткнулся на людей, он меня добавил в чат. И, соответственно, после этого я стал с ними общаться, и вот однажды мы нашли на тот момент хайп-нишу. Это была американская аудитория. Сейчас даже я могу, кстати, перевести в доллары, чтобы видно было, или даже я могу просто тупо обновить. Сейчас уже этот канал в общей сложности тут уже 250 тысяч подписчиков, 254. Сейчас он уже толком ничего не приносит денег, уже просели там просмотры, я пытался его реанимировать, но нифига ничего не идет. Соответственно, интернет тупит, блин. Соответственно, как к этому все пришло, сейчас я все равно хочу перевести в доллары, потом начну рассказывать общий, надо найти доллар, где он тут доллар США, сохранить. В долларах США там сколько получается, 27 900 на данный момент. Да, он до сих пор на монетизации, мне его ни за достоверку, ни за недостоверку ничего не сняли. Тут вообще сейчас максимально простецкий контент, я его сам озвучивал, но до этого был на английском языке тут контент. Тут, если вот сейчас самый популярный ролик, вот вообще на русском языке, вот такой тупой на картиночках контент, казалось бы, просто про всяких вот детей, про какие-то вот моменты, вот, ну тут видно, вот, видно на видео, вот самый топовый здесь ролик был, ну это на данный момент почти 2 миллиона, но до этого были и другие прострелы, просто я видео удалял, был он на английском языке, я его переделал потом на русский язык. Сейчас я же говорю, как я сказал, что монетизацию он, как правило, уже такую копеечную приносит. И вот, вот я могу показать второй канал, вот это он. Соответственно, вот здесь самый популярный видос, вот на вот эту тему мы снимали. Тут этот Саймон Кавелл, он с American Got Talent, сидит в жюри там, и там была такая девушка, звали ее Nightbird, сейчас она уже, к сожалению, умерла от рака. И вот мы делали такой вот простецкий, вот даже послушать, если просто, ну это я вставлял видеовставку, и вот про нее буквально история. И просто про нее была история. Она пришла на American Got Talent в свое время, и, ну, она как певицей была, и просто фишка в том, что она сказала, что раком болеет и так далее, что ей осталось не так долго, и насчет нее потом создался хайп. И один из нашей команды, человек первый, попробовал про нее сделать, про эту Nightbird видео. И оно у него жестко выстрелило. И мы тогда полетели туда, и так я, в принципе, и начал заниматься самим американским ютубом. И, соответственно, и получилось с этого так заработать. Потому что, ну вот вообще, ну, прям видно максимально простецкий контент, он тупо картинка, приближение, отдаление, это я так себя подставлял, чтобы как бы на тот момент казалось, что это для монетизации будет лучше, но максимально я тогда еще не расшарил ни в нейронках, ни в чем,
И вот такой вот максимально, казалось бы, тупой контент, и тогда взлетал. Но просто говорю, он хайповал. Один только этот ролик 740 тысяч тогда собрал, и другие у меня много набирали, они тоже отсюда сейчас удалены. Потом я тут продолжал, когда хайп на нее спал, вот я про нее некоторые видео, да, делал, конечно, вот раз, два, везде вот она видно, что она вот без волос тут, потому что раком болела. И вот мы на нее словили хайп, и я буквально на 2 канала фигачил и сумел так и заработать. То есть, казалось бы, вроде бы просто, а вроде бы не просто. Просто словили хайп. А потом просто после уже ее смерти мы стали делать видео вот такие вот. Ну, просто вот как и, в принципе, на этом канале, который я показывал. Вот на нем, на вот этом вот, тоже про таких, про истории, про детей, про всяких. То есть, казалось бы, тоже какие-то тупые истории из жизни. Ну, как, не то, что они тупые, но в смысле того, что контент максимально простой. И вот на таком мы и делали. Просто вот вообще вот. Он до сих пор, конечно, может собирать, но сейчас из-за того, что это вот вся недостоверка, такой контент на таких каких-то картиночках, ну, не знаю, будет ли монетизироваться. Может быть, конечно, и подключат монетизацию. Ну, тут я думаю, из-за чего мне не отключили по недостоверке, да просто потому, что, во-первых, я и выпускаю здесь, практически не выпускаю ролики, да, они еще и мной все озвучены. То есть я тогда не пользовался, не было этих нейронок, озвучки и так далее, и так далее. И, соответственно, озвучивали либо сами, по-первых, я вообще все сам озвучивал, либо убогая там какая-то была озвучка роботами, некачественной, как сейчас там Eleven Labs там и так далее, и так далее. То есть, ну, то есть такое, да, я тут другой контент какой-то пробовал, но нифига ничего не залетал, я же говорю, пытался реанимировать, нет, нифига ничего, а так вот, благодаря вот той, как Nightbird, хайпу этому, вот получилось. Потом после этого, да, я его переделал на русский этот язык, канал, и продолжал, да, в общей сложности тут 140 миллионов, ну, тут часть американских больше всего принесло просмотров денег, а остальное русские, ну, за русские платили копейки, и, соответственно, вот тут, да, вот видно, вот они, пики были. Это вот эти пики, это когда как раз и были эти хайпы и так далее, и так далее. Ну и здесь на этом канале, наверное, мы не увидим. Ну, хотя не-не-не, вот тоже вот эти пики. Да-да-да, вот они у меня пики были, что аж по 130 тысяч просмотров в день было. И причем, я же говорю, это американская чисто была аудитория. Тут порядка что-то там 26 или 27 тоже тысяч было баксов. Ну, видно, вот 11 миллионов просмотров. Это вот буквально чистые почти все американские. Ну, они тут все американские, тут русского контента и не было. И вот 27 тысяч подписчиков на тот момент и подписалось. Поэтому вот такой вот, казалось бы, простецкий контент, ничего особенного, но в свое время нам принес дофига денег, хайпанули мы. Ну и, в общем, вот таким вот образом и получилось заработать такие деньги. Сейчас тоже пытаюсь выискивать такие подобные хайпы. Конечно, сейчас таких уже особо нет хайпов. Но вообще это просто, вот, допустим, заходишь на American Got Talent, на их, и смотришь, какие у них сейчас могут хайповать ребята. Допустим, даже если я вот забью сейчас на русские. Ну вот она сразу вылазит. Это их самый такой лютый канал, да, до 30 лямов подписчиков. И вот здесь вот однажды зашел наш чувачок и вот так вот нашел хайп. Когда здесь он буквально увидел эту Nightbird, и вот он же, этот вот Саймон Кавелл, который у меня, он есть на превьюшке, вот он. Мы его ставили, и с ним как будто бы, да, ну, то есть оно выстреливало гораздо лучше. Сейчас тут тоже, да, я вижу, неплохо. Да тут, конечно, канал вообще сам по себе, конечно, летит нифига себе. Ну, потому что, да, 30 лямов все-таки. Но иногда тут на миллионы простреливает. И вот так вот мы лазили, и вот один из нашей команды человек нашел, и мы за ним просто последовали. Ну да, вот есть один, вот 9 миллионов, вот, допустим. 9 миллионов 8 дней назад. 9 лямов набрал ролик. И вот если взять про нее какие-нибудь начать делать ролики, ну вот такие какие-нибудь, кто она тут, я не знаю, за нее если поузнавать, и, возможно, с ней тоже будут залетать ролики, просто если делать конкретно про нее
какие-нибудь там, не знаю, биография или что-то такое, вот мы, говорю, мы тогда вот на этом и хайпанули, просто тупо находили историю про нее, информацию какую-либо и делали короткие тоже там 3, 5, 2 минуты ролики, буквально, они вообще небольшие, и они за счет того, что набирали сотни тысяч, буквально там в день было чуть ли не по 500, по 600 баксов, и то есть в месяц выходила хорошая сумма, поэтому тоже как идея, вот берешь, заходишь на такой вот проект, видишь какой-нибудь выстрелившего персонажа, который именно не просто 90, 200 тысяч там, ну какой-нибудь, который больше миллиона собрал, и вот про него что-то можно попробовать сделать, про этого персонажа. Поэтому получается как-то так в целом, если подытожить. То есть такой небольшой ролик, просто решил рассказать, что бывает и так, что можно и вот так вот по-простому делать. А если даже взять такой контент и помимо картиночек как-то еще и самому озвучить, либо там, ну как-то, короче, заморочиться, каких-то, может, видео добавить, какой-то такой вот антинейронность, или как она сказать, то вообще было бы огонь. Недостоверка не должна прилетать. Ну и тем более, как бы. Ну, в общем, и все. Вот такой информацией хотел поделиться. Просто показать, что даже на таком контенте можно сделать нормально денег. То есть не обязательно, даже не всегда обязательно, точнее, заморачиваться прям вот, делать максимально. Вот у меня там качество же видно, оно убогое. Просто это хайп, можно сказать. Также и на тех детях там тоже не особое качество. И собирала сотни тысяч, и даже до сих пор, я уверен, на таких картиночках может что-то выстрелить. Но сейчас просто из-за того, что русский контент не особо монетизируется, короткие ролики, ну, будет мало денег, надо сотни тысяч прям просмотров. А вот на английском, если 3-5 минут ролики, будут приносить до сих пор хорошие деньги. Если подобный хайп словить или что-нибудь такое подобное, да, по-любому, будет оно набирать, и, ну, в целом проанализировать. Ну, тем более сейчас инструментов больше, и аишки, всякие озвучки качественные. Сейчас реально даже интереснее и качественно можно сделать. А у нас тогда и это все смотрело. Также у меня есть свой телеграм-канал, я делюсь там своим опытом по американскому ютубу, вообще различной полезной информации, там больше информации обо мне, поэтому переходите, ссылка будет в описании, ссылка будет в профиле,